Раз, два. Проверка микрофона. Ну что, друзья, посмотрите, какой красавчик у нас сегодня, да? Вот такой вот Минск ММВЗ 105 1976 года. Судя по двигателю. Так, где? Вот. Видно, да? 76. И на табличке тоже. Сейчас попробую показать вам. Вот, владелец обратился, есть ряд недочетов с мотоциклом. Конкретно то, что я обнаружил, это буксует сцепление, заводной вал нужно менять вместе с заводной ножкой, заднее колесо снимать, смотреть тормоза, трос сцепления, замок зажигания, либо еще что-то непонятно, то есть он во время работы глохнет. Здесь, кстати, стоит контактное зажигание 6-вольтовое родное. Вот такой вот интересный. Цепь из необычного. Смотрите какая. Вот на фоне моей руки, я не буду пачкаться. Вот палец мой. Видите? Я не знаю, с чего это, но это не минская цепь. Здесь больше, ну, шаг может быть как на ЕЖ 520, но сама она с какой-то косилки стоит советской. Не знаю. Такие вот дуги здесь интересные, приварены с обеих сторон. Но так, мотоцикл комплектный. Есть еще проблемы с воздушным фильтром. Да, конечно, карбюратор тут стоит уже Фикар. Вот. И мотоцикл непонятным образом работает, если честно. То есть он работает и глохнет. Сейчас я вам покажу. Возьму штатив. Вот. Сейчас, одну минуту. Так, открываем кран. Все, бензин пошел. Снимаем с подножки. Зажигание выключено. Обогатитель. Убираем. Зажигание. Газ. Ну, в общем, вот таким вот макаром он работает. Не знаю, то ли это карбюратор, то ли это зажигание. Ну, нужно будет разбираться, смотреть. Вот. Владелец его доставил сам. Ну, ничего. В принципе, все это ремонтируется. Что-то я сигнал не попробовал. Ну ладно, потом попробуем. Нет, сигнала нет. Да, его вообще нет. Ну, вот такой вот агрегат. Задняя покрышка провернута, сосок нужно будет тоже спускать. Ну, короче, дел тут много. И есть еще такие нюансы, сейчас я вам покажу. Например, вот натяжитель цепи, видите, он как закручен. То есть под углом его выгнуло. Сюда вот шайбу нужно, потому что вот эта часть переваривалась. Вон, видно? То есть туда вот нужно шайбу, чтобы она ровно была. Вот, потому что переваривать маятник, ну, не тот коленкор, так скажем. Такой вот багажничек. Стоп разбит. Вот здесь.
Но вот меня больше беспокоит цепь и состояние звезд. Задняя звезда изношена, передняя тоже. И вот я боюсь, что вот здесь вот крепление самой звезды могли переделать. И сюда стандартную звездочку я уже не смогу установить. А может быть такое. То есть я могу снять все, купить звезду, а по факту она сюда не встанет. Вот такой вот интересный агрегат. Вообще красного цвета. Ручка. Кто специалист по Минскому? Смотрите, какой ход газа. Короткоходная. Здесь, наверное, ограничитель еще в карбюраторе стоит, я не знаю. Нужно будет вскрыть, посмотреть. Вот. Ну и так тут настроить. Зажигание контактное, нужно контакты будет восстановить, выставить зазор. Но он работает вроде бы, заводится и неплохо как бы. Но вот есть небольшие детонационные какие-то стуки в поршневой. Ну все это терпимо, рабочая компрессия слабоватенько. Но вроде бы и ничего, знаете. Все, друзья, пока вот такой вот краткий обзор был на этот агрегат. Вот, будем его восстанавливать в следующих видео. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго, берегите себя.